Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю знаменитый балканский торт «Плазма». Торт получается нежнейший. Торт с очень нежной начинкой. Торт этот известен во всех странах бывшей Югославии. Широко там используется, готовится и любим всем народонаселением. Готовить буду классическую версию с шоколадным коржом, потому что готовят его очень разными способами, со светлыми коржами. Итак, сначала приготовим шоколадный корж. Для этого я беру 220 грамм муки, 40 грамм какао-порошка, 8 грамм разрыхлителя. Все это я перемешиваю и пока что отставлю в сторону. Тесто я буду здесь замешивать даже без использования какого-либо миксера. 4 яйца комнатной температуры среднего размера, щепотка соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это просто перемешаю, чтобы не образовывалась корочка на желтках. Добавляю туда также 180 грамм сахара. Также перемешиваю. Сейчас при добавлении молока сахар весь разойдется. 160 мл молока комнатной обязательно температуры, ни в коем случае не холодного. И 40 грамм растительного масла без запаха. То есть бисквит очень бюджетный получается. Получается он всегда. Приготовить его может даже ребенок. Он очень нейтральный во вкусе, этот бисквит. Очень советую всем его использовать. Всю сухую смесь просеиваю в тесто, перемешиваю просто венчиком. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекать буду примерно 35 минут на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне. Духовку во время выпечки, конечно же, не открываем. Форма у меня здесь прямоугольная, 28 на 18 сантиметров. Если вы хотите в круглой форме делать, можно брать форму 24 сантиметра в диаметре. Убираю выпекаться. У меня он выпекался примерно 35 минут, этот корж. Сейчас, как только он у меня уже остыл до того момента, чтобы я могла дотрагиваться до формы, я его сразу же извлекаю из формы и нарезаю на коржи. Нижний корж я буду использовать в качестве основы для торта. Сразу же ставлю его в форму. В той же форме, в которой он у меня выпекался, этот корж, я и буду собирать тортик. Шапочка от коржа мне сейчас впоследствии понадобится и для начинки, и для обсыпки тортика. Поэтому ее сейчас просто отставляю в сторону и буду использовать дальше в работе. Беру 400 грамм вот такого очень нежного песочного печенья, нежнейшего просто. И перемалываю в очень мелкую крошку. Вот эта плазма, так называемая, это и есть печенье, которое продается на Балканах. И в данный момент уже продается вот такая готовая крошка из печенья, которая тоже называется плазма. И поэтому торт так и называется. Очень бережно все эти печенья вот таким образом в 2 захода прорабатываю на измельчителе. То есть не нужно брать жирное песочное печенье. Туда оно не подойдет. Оно должно быть таким именно суховатым, как и есть вот эта плазма печенья. У меня его, естественно, нет, потому что я живу не в странах бывшей Югославии. Поэтому я беру подобное тому печенье, которое в моей стране можно купить. И готовлю крем. Для крема я беру 300 мл очень хорошо охлажденных сливок для взбивания, 16 грамм ванильного сахара, 100 грамм сахарной пудры, 300 грамм также охлажденного творожно-сливочного сыра, 500 грамм сыра маскарпоне. Все это я очень хорошо взбиваю до устойчивых пиков. Взбивается сырный крем всегда очень быстро. И когда у меня масса уже полностью взбита, сырная вот эта кремовая, я добавляю туда 250 грамм охлажденного также творога 9% жирности. У меня пастообразный творог. Если у вас нет пастообразного творога, вы его можете пробить предварительно блендером и также добавить в эту кремовую массу. Делю сейчас весь этот крем, уже получившийся на 3 равные части. 1/3 этого крема, то есть 1/3 часть я добавляю к печенью, измельченному уже. Такая очень интересная здесь начинка, но получается нежнейший, очень вкусный торт. Этот торт идеально подходит для тех, у кого совершенно нет времени для выпечки. 100 мл молока добавляю туда тоже холодного. Здесь в общей сложности в эту массу с печеньем я добавлю 200 мл молока охлажденного.
То есть сначала я вот 100 мл добавляю, и впоследствии уже завершающим этапом я добавляю еще 100 мл. И все очень аккуратно перемешиваю. Получается вот такая вот вязкая масса. Это и будет последующим слоем в торте. 100 мл молока я выливаю в качестве пропитки на нижний корж. Это сделать нужно обязательно, потому что торт должен быть таким максимально влажным. Всю эту массу из печенья, так называемая плазма, выкладываю сейчас на шоколадный корж, очень хорошо разравниваю. Это обязательно нужно сделать, потому что потом, впоследствии в разрезе, эта масса, она должна смотреться красиво. Печенье берите такое максимально свежее, во-первых, чтобы оно было масляное, то есть песочное печенье, но в то же время очень-очень легкое и такое суховатое, вот как я вам показала. Оно сладкое, это печенье, то есть оно должно быть сладким обязательно. Это ни в коем случае не какие-то галеты. Это сладкое, очень вкусное печенье, тающее во рту буквально. Сейчас в каждой стране продается подобный сорт печенья. Ни в коем случае здесь нельзя использовать никакие соленые крекеры. Крекеры сюда абсолютно не подходят. Измельчаю теперь половину шапочки от бисквита шоколадного, добавляю туда последующую треть крема и все активно перемешиваю. Я измельчаю здесь крошку руками, потому что вот этот шоколадный корж, он нежнейший. Вы же можете все это также измельчать в кухонном комбайне. Получается у меня следующий слой. Я вот эту массу сейчас с шоколадной крошкой выкладываю обязательно в кондитерский мешок. И вот таким образом удобнее всего из кондитерского именно мешка покрывать вот этот предыдущий слой так называемой плазмы. Если у вас нет кондитерского мешка, вы можете использовать для этого просто мешок для заморозки продуктов полиэтиленовый. Тоже нужно очень хорошо выровнять это все. Это выравнивается элементарно просто. Обязательно лучше для этого брать стальной именно шпатель металлический, потому что за силиконовой лопаткой и силиконовыми шпателями вот эта масса вязкая, она будет тянуться, знаю уже из многолетнего опыта. Если вы хотите, допустим, сделать маленький круглый тортик, вам всех продуктов нужно взять вдвое меньше и использовать круглую форму 20 см в диаметре. Получится у вас небольшой, очень ровный тортик также, потому что этот торт ровным получается. То, что я сейчас показываю в видео, это торт большой, минимум на 15 порций, 15-20 порций он получается. И теперь третью часть крема я выкладываю также в кондитерский мешок и покрою уже вот этот слой с крошкой теперь. То есть торт будет очень необыкновенно просто вкусным и нежным. И готовится он очень просто и быстро. Его приготовить реально буквально за час этот торт. То есть один из самых простых, но очень-очень вкусных и необычных на вкус тортов. Не нужно здесь смущаться этим печеньем. Готовят все балканские страны, его знают, там очень любят этот торт. Готовят они, как правило, все это тоже в прямоугольных формах. Именно не в круглой, а в прямоугольной форме. Этот торт также идеально подходит для тех, кто не хочет использовать загустителей в креме, ни желатина, ни загустителей для сливок. Вот этот торт я бы очень рекомендовал. Готовится очень просто и быстро. Готовится сразу большая порция на большую компанию, и все сразу получается. Торт получается очень стабильным. Верхний слой также разравниваю. Убираю в холодильник где-то на час-полтора. Если вам нужен будет очень быстро какой-либо торт, можно вот этот торт приготовить. Шоколадный этот корж можно испечь заранее, держать его в морозилке, чтобы всегда у вас были все ингредиенты, в принципе, здесь наготове. То есть очень удобно. Такой шоколадный корж хранится до месяца в морозилке. Его можно и для других тортов использовать. После холодильника посыпаю остатками шоколадной крошки и, в принципе, торт уже извлекаю из формы. Торт очень хорошо держит форму, за это переживать не нужно. Он готовится абсолютно без всякого желатина, загустителей. Все прекрасно держит форму, и торт получается нежнейшим просто на вкус. Нарезаю его горячим влажным ножом, чтобы не прилипал вот этот слой с печеньем, и вот такой идеальный разрез у него сразу получается. На видео здесь видно, насколько нежным получается торт, как он надламывается вилкой, то есть нежнейший действительно тортик. Торт этот идеально подходит для детских праздников, он съедается мгновенно, очень нравится детям. Всем советую его приготовить.
И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.